Вы на канале «Просто вкусно соленый». Сегодня два рецепта тягучей помадки. Это очень просто. Всего 3 ингредиента. И быстро. 10 минут. Всем привет! Предлагаю вот такую вкуснющую карамельную пасту для ваших оладок, блинчиков, булочек, творожка или каши. Все, что вы любите на завтрак. Для приготовления карамельной пасты мы возьмем в кастрюльку высыпаем сахар, заливаем водой и сейчас включаем газ. Делаем маленький огонек. Можно немного понаклонять кастрюльку, чтобы сахар равномерно покрылся водой. Но мешать ложкой мы ничего не будем. Ну вот, закипает. Если в каком-то месте у вас будет больше схватываться, более будет уже такой коричневатый цвет, оранжевый, а все остальное еще белое, то вы можете так слегка помешать. Но буквально 1-2 секунды, больше не надо. Здесь главный секретик — ничего не размешивать. Видите, начинает уже по чуть-чуть желтеть. Все время на маленьком огне. Такой процесс занимает где-то около 7 минут. Но тут зависит от того, какой величины у вас будет конфорка, какое донышко у вашей кастрюльки. Поэтому лучше всего ориентироваться на цвет. Если у вас сахар начинает по краям приставать, вы можете вот так немного его от краев к центру подвинуть. Вот сейчас в самом конце, уже когда все готово, я немного перемешаю. Мы берем сливки и выливаем их в кастрюльку. Все время помешиваем. Смотрите, я все время мешаю. Еще чуть-чуть. Вот так, по чуть-чуть. И теперь нам это надо будет размешать. Потому что, посмотрите, у меня в центре образовался вот такой комок. Видите, сахарный. Как только наша карамельная смесь начнет закипать, этот сахар начнет растворяться. Я все время мешаю. После закипания так можно проварить 1-2 минуты. Смотрите по цвету вашей помадки. Ой, как пахнет! Невероятный, легкий, приятный, карамельный аромат. Выключаю огонь. И вот в эту смесь, которая еще, видите, она еще кипит, но уже я выключила, кладем сливочное масло. Все вместе размешиваем. Посмотрите, какая смесь получается. Какая она вся карамелька-карамелька. Ой, как это пахнет! Это так вкусно! У меня уже текут слюнки. Это реально, это нереально, это волшебно вкусно. Берем оладку, вот так макаем. Как это вкусно! Оладки у меня почти без сахара, слегка соленые, а карамельная паста очень сладенькая. Такой вкус сливочно-сладкий, получается очень вкусно. Я прямо капельки объедаю, это так вкусно. Давайте еще раз. Смотрите. Вот. Объедение. Очень вкусно. Карамельная паста еще тепленькая. Вот такой. Ее вот так сразу можно подавать и кушать. Если вы поставите в холодильник, она еще больше загустеет. Карамельная паста полностью застыла. Посмотрите, какая она стала густая. Видите? Она несколько часов простояла так в холодильнике. Вот. И теперь можно ее вот так брать и намазывать на булочку. Теперь шоколадная паста. Процесс приготовления точно такой, только в конце, когда вы кладете сливочное масло, добавьте какао, 1 столовую ложку с верхом, размешайте все хорошо и выключайте огонь. Почему я взяла венчик? Если я возьму лопатку, вот, например, эту, то лопаткой так хорошо какао я не размешаю. Видите, по краям начинают появляться пузырьки? Посмотрите, какая консистенция получилась, видите? Можно назвать крем шоколадный, можно шоколадная помадка. Наливаем теплый зеркальный крем в тарелочки и зовем кушать блинчики. В этом креме чудесно сочетаются два вкуса – карамели и шоколада.
Посмотрите, какая консистенция. Это еще не застыло. Такой шоколадной помадкой можно полить вашу любимую кашу. И она будет шоколадным вкусом. Это очень вкусно. Достала из холодильника на следующий день. Посмотрите, какая густая масса. Видите? Вот. Ее можно намазать на булку, положить в кашу, положить в ваш любимый творожок. Что мы и сделаем. Вы знаете, очень интересно, какая больше паста вам понравилась? Карамельная или все же шоколадная? Напишите мне в комментариях. И каждое утро вам не надо будет думать, ну что же сегодня придумать на завтрак? Вот сколько идей. Всего лишь с одной помадкой. Такую шоколадную или карамельную пасту удобно хранить в холодильнике, в баночке. Можно закрыть вот так крышкой и поставить в холодильник на неделю. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать новые видео. И до скорых встреч!